Добрый день, друзья! Рада приветствовать всех на своем канале «Фиалка чудесная». Меня зовут Наталья. Сегодня я приглашаю вас в гости на утренний обход стеллажей. В самом начале обзора я хотела бы вернуться к одному из прошлых обзоров, в котором я показывала стандартные розетки. И среди них я показывала вам сорт Низ Оранж Пикой, который назвала спортом по листу, поскольку у него не проявляется пестролистность на листьях. Мне даже написали, что у меня, вероятно, не хватает света, поэтому пестролистности не проявляется. Но, друзья, не все так просто. Для стандартов у меня даже, скорее всего, переизбыток света. И причина, вероятно, была какая-то другая. И вот моя мысль получила подтверждение вот от этой взрослой розетки, от мамы, которая не пестролистная. Получилась вот такая вполне пестролистная детка, которая уже является полноценно сортовой розеткой. При этом условия не менялись, освещение не добавлялось. Они росли и развивались в абсолютно одинаковых условиях. И вот, на мое счастье, я получила сортовое растение, которое я теперь буду размножать. Низ Оранж Пикой. Ну а теперь, друзья, начнем, собственно, обзор. Сегодня никакой темы не будет, я просто покажу вам те розетки, которые мне хочется вам показать. Вот сейчас перед вами полуминиатюрная розетка Max Circus Clown. То есть вот такое у нее цирковое, забавное, шуточное название. Она сейчас находится практически в максимальном распуске, хотя еще есть некоторые бутоны, которые не распустились. Простые анютки, красно-фуксиевые, и на лепестках цветков вы видите вот такие яркие фиолетовые фэнтези, достаточно устойчивые, хорошо передаются. У меня несколько розеток этого сорта, потому что оно очень легко размножается. Кстати, именно вот эта розетка сейчас выставлена на продажу. Max Circus Clown перед вами. Следующим сортом, друзья, я, конечно, никого не удивлю, потому что это такой старый-престарый, известный-преизвестный сорт, полуминиатюрный Робс Зиппер-Заппер. Ну, поскольку он сейчас в хорошем распуске, я решила тоже его показать. Не скажу, что я прям поклонница этого сорта, но не могу не отметить, что у него крупные цветки. Все-таки у миниатюрных и полуминиатюрных сортов у него не так много крупноцветковых сортов, в отличие от стандартов. Поэтому, когда цветы крупные, то уже сорт сам по себе заслуживает внимания. Но они достаточно яркие. Он почти всегда демонстрирует шапочное цветение. Сейчас это уже, так сказать, под занавес. Уже заканчивается цветение. Некоторые цветки я даже уже оборвала. Но вот все-таки решила вам его показать. И вместе с ним, друзья, я хочу вам показать спорт от этого сорта. Робс Зиппер-Заппер Спорт. Вот такой нежно-розово-белый спортик. Причем у него и листва спортивная, она совершенно светло-зеленая. У меня довольно много было таких спортов. Что для меня удивительно, друзья, что спортивные розетки у покупателей пользовались большим спросом, чем сортовые. Это неожиданно для меня, но тем не менее вот это так оказалось. Следующий полуминиатюрный сорт, друзья, который я вам хочу представить, называется Энчуча. Вот такое необычное, курьезное название. Я в точности не знаю, почему Надежда Дмитриевна Бердникова назвала этот сорт так. Могу предположить, потому что я помню, что в конце 90-х годов Гарри Бардин снял мультфильм с одноименным названием Энчуча. Если найду, то вставлю вам фотографию этой самой Чучи, героини этого мультфильма. Ну и я вот только предположить могу, что, возможно, именно этот мультфильм вдохновил селекционера, и вот она присвоила такое название этой фиалки Энчуча. У нее очень интересный, яркий цвет цветков. Вы только посмотрите, просто какой-то космический цвет. И рюшки по цветкам
Это цветение второе, оно после переукоренения. Ну, такое еще скромненькое цветение, но я вам решила показать, а то вдруг забуду, живьем не увидите. А вставлю сюда фотографию ее первого цветения, которое было довольно обильным. Но пришлось ее переукоренять из-за того, что длинноватую шейку она нарастила, поэтому я решила ее переукоренить. Эн Чуча, возможно, героиня мультфильма. Друзья, еще пройдемся немножко по ярким фиолетовым цветам. Перед вами сорт Ви Ниагара. Этот сорт интересен тем, что у него цветки в форме так называемой осы. Посмотрите, какие интересные цветки. Здесь тоже очень красивый темно-фиолетовый цвет. И по этому темно-фиолетовому фону идут белые фэнтези, такие штришки на цветках. Довольно хорошо передается. У меня не первый раз уже эта розетка цветет. Но, конечно, друзья, не надо ждать от нее никакого шапочного цветения. Осы с шапками не цветут. У них вот такая своя яркая индивидуальность безо всякой шапки за счет интересных ос, которые на высоких цветоносов возвышаются над розеткой. Ну и к тому же гел листва, что, в общем-то, тоже такой дополнительный плюс к этой розетке. Сорт Ви Ниагара. Еще один сорт вам покажу. Миниатюрная розетка Эн Славянка. Вот сейчас она набрала такую хорошую шапочку цветков. Это, между прочим, ее второе цветение. Первое цветение она запустила, будучи еще деткой, очень хрупкой, тоненькой, с маленьким количеством листов. И я, конечно, сразу же оборвала эти цветки, потому что ни к чему такое преждевременное цветение, ничего хорошего из этого не выйдет. И я оборвала цветки, да еще и взяла ее переукоренила, потому что розетка не выглядела здоровенькой, детка была прям совсем какая-то чахленькая. Она довольно быстро укоренилась. Конечно, нельзя сказать, что у нее пышная розетка, но кое-что все-таки она нарастила. И поэтому сейчас у нее уже более уверенное цветение, хорошая шапочка, огромное количество бутонов. Учитывая, что в цветках присутствует зеленушка, я очень рассчитываю, что она подцветет долго. Буду смотреть. Эн Славянка перед вами. И напоследок, друзья, хочу вам показать один из своих самых любимых сортов, который называется «Ват, милая моя». Не критикуйте, что не полный распуск, я просто не удержалась. Очень люблю этот сорт. Это первое цветение розетки. Я вставлю вам фотографию цветения мамы. Но этот сорт тоже не цветет шапочно, у него длинные цветоносы, поэтому больше таким веночком цветет. Но здесь вопрос не количества, а качества. Мне очень нравятся вот эти крупные, достаточно широко раскрытые колокольчики, которые сами нежно-розового цвета, а серединка у них более такая темно-розовая. И помимо вот таких интересных нежных цветков, колокольчиков, меня еще привлекает листва этого сорта. Такие правильные овалы листья, очень бархатные, мягкие, на ощупь приятные, именно мягкие, не жесткие. И такое ощущение, что у них еще и края листа, они загибаются немножко вниз. И получается такое очень изящная форма, такая просто какая-то потрясающая гармоничная форма. Поэтому я очень люблю эту розетку и поторопилась вам ее показать, хотя она даже находится не в полном распуске. Ват, милая моя. Наш обзор подошел к концу. Очень надеюсь, что зрителям было интересно. Заходите, друзья, на мои каналы, телеграм-канал, ВК, Дзен, Ютуб, все каналы одноименные, называются «Фиалка чудесная». Комментируйте, пишите свои замечания, всегда буду рада. А я прощаюсь с вами, всего доброго, до следующих встреч.